В начале шестого месяца войны есть смысл поговорить про Беларусь. Во-первых, потому что это совсем не чужая моему каналу страна. Мы пристально следим за ней уже 2 года и собираемся дальше. Во-вторых, потому что Беларусь сейчас находится в совершенно уникальном положении. Александр Лукашенко – это хороший пример для учебника. Пример того, как автократы своими же руками делают то, чем обычно стращают граждан. Главное слово для любого автократа – суверенитет. Они этот суверенитет понимают как способность делать что угодно на своей территории, не прислушиваясь ни к соседям, ни к мировым нормам, ни даже к здравому смыслу. Но если меня свергнуть, говорит автократ, то нас захватит какое-то чужое государство. Наши улицы будет топтать иностранный солдат, по ним будут ездить танки и прочие такие вот неприятности будут происходить. Изоляционизм – это первое орудие любого диктатора. Внешний мир погряз во грехе и желает нам зла. Но как только речь начинает идти о собственной власти, то такой лидер готов жертвовать всем. Готов пожертвовать экономикой, готов пустить на свою территорию иностранные войска, готов превратить свою страну в плацдарм для нападения на дружественного и во всех отношениях близкого соседа. Он готов ездить к главе чужого государства чаще, чем к тому ездят его собственные губернаторы. Он готов утащить свою страну вслед за этим государством под санкции и в изоляцию. Эту историю вы отлично знаете. И сегодня мы поговорим о другом. Мы поговорим, как ни странно это говорить сейчас, про хорошие новости для Беларуси. Те новости, которые отличают ее от России. Во-первых, Беларусь не вступила в войну полноценно. И белорусские солдаты не оказались на украинской территории. И есть все основания полагать, что не окажутся и в будущем тоже. Нет сомнений в том, что если бы операция «Бросок мангуста» отвечала бы своему названию, если бы случилось все то, что планировал Путин, то Лукашенко вступил бы в войну, даже не задумываясь. Если бы под молниеносным ударом с 3 направлений украинская армия разбежалась бы, руководство бы рассыпалось, президент Зеленский эвакуировался бы в Польшу, а Киев взяли бы с марша, в этом случае Лукашенко бы получил то, что нужно любому диктатору, которого разлюбили граждане. Он получил бы большую и яркую победу, причем победу целиком за чужой счет. Он оказался бы одним из 2 командующих победоносной армией, что всегда добавляет и поддержки, и легитимности. И при этом не важно, что белорусское участие в этом всем действии было бы чисто номинальным. Но пропаганда вполне бы справилась с производством героической мифологии. Видимо, Лукашенко не настолько заблуждался в способности российской армии на осуществление своих планов, чтобы делать на это ставку всерьез и отправлять свои войска вслед российскому наступлению. Видимо, он сперва хотел посмотреть, куда дело повернет. И получил ответ неудовлетворительный. Дело повернуло в затяжную кровавую войну с десятками тысяч жертв, где у небольшой белорусской армии не было бы просто иных вариантов, кроме как прекратить свое существование. Чтобы масштаб и перспективы были понятны, только на сегодняшний день, по данным проекта Орикс, то есть по фотофиксации потерь, Россия потеряла вдвое больше военной техники, чем все, что есть на вооружении у Беларуси. У Лукашенко нет даже и близко таких резервов мобилизации, как есть у Путина. Беларусь в 14 раз меньше России по населению. У нее нет бездонных складов советской военной техники. И если бы Лукашенко сжег свою армию, то сжег бы ее с концами. Сложно представить, какой будет судьба диктатора, который и без того раздражал граждан, проиграл выборы, устроил театр насилия на улицах, а вдобавок еще и убил кучу молодых людей в чужой войне и остался без столь мощного силового аргумента, как армия. Но Беларусь не просто в 14 раз меньше России. Беларусь куда более компактная страна. Это истинно унитарное национальное государство, половина населения которого живет в 10 городах, а 20% живут в столице. У них нет этих волшебных погребов, вроде беднейших регионов Дальнего Востока и Кавказа, куда можно возить трупы оптом и откуда не выходят новости. Скрыть тысячи убитых и десятки тысяч раненых в Беларуси будет гораздо сложнее, чем в России. Короче говоря, вступление в войну для Лукашенко – это ставка ценой в жизнь. Его армия долго не протянет в конфликте высокой интенсивности, и предсказать политические последствия ее гибели невозможно.
Поэтому, пока война остается такой, какая она есть, вступление в нее Беларуси крайне маловероятно. Во-вторых, Беларусь в западном общественном мнении не выглядит как сторона конфликта. Скорее, как еще одна его жертва. Как страна, попавшая в заложники к диктатору, который сам попал в заложники к соседнему диктатору, развязавшему войну. В худшем случае Беларусь идет в санкционных списках вместе с Россией вагончиком. На нее нет персонального санкционного давления, какого-то отдельного прицела, как нет и мнения, что Беларусь и белорусы ответственны за эту войну. Сейчас не имеет смысла обсуждать любые перспективы военного времени. Пока война не закончится, все будет плохо и для России, и для Беларуси. Если Путин еще способен растягивать свои проблемы во времени с помощью нефтедолларов, то Лукашенко не спасет ничего помимо прямых дотаций из российского бюджета. Экспорт страны будет падать, никакой значимый инвестор не вложит свои деньги в Беларусь, а та прослойка малого и среднего бизнеса, особенно в IT-секторе, которая поддерживала жизнь в белорусской экономике до 2020 года, уже значительно сжалась и продолжает исчезать. Работа в Беларуси, как и работа на белорусском рынке, сейчас не имеет никаких перспектив. Нет причин работать в стране с такими ограничениями и такими политическими рисками. Нет причин, чтобы не предпочесть Беларуси, Польшу или Литву. Но в отличие от России, у Беларуси куда более светлое послевоенное будущее. У Лукашенко нет никаких шансов удержаться у власти без патронажа Владимира Путина. Тут не нужны никакие сложные политологические рассуждения о расколе элит. С уходом Путина по любым причинам у Лукашенко не будет денег содержать свой аппарат насилия. У него не будет денег поддерживать жизнь в убыточных советских гигантах промышленности. Не будет денег затыкать дыры в экономике своей страны. Без Владимира Путина с повестки дня тут же снимается угроза российского вторжения, на чем белорусский режим постигнет та же судьба, что режимы Восточного блока, когда с повестки дня снялось вторжение советское. С уходом Лукашенко Беларусь не понесет все те ужасные издержки страны-агрессора, проигравшего войну. Не будет никаких причин поддерживать для нее санкционный режим, не будет причин накладывать репарации, не будет международной изоляции. Но даже не это главное. Главное, что Беларусь не получит общество, пережившего войну. Она не получит целое сословие людей, которые прошли через ад, которые видели смерть и убивали покалеченных морально и физически. Она не получит десятки тысяч инвалидов, как не получит и резкого взлета преступности. Она не получит потерянного поколения, которое вернулось бы с несправедливой и никому не нужной войны и безуспешно пыталось бы вернуться в общество. России придется через это пройти. Россия получит все наследие Большой войны, начиная от безногих и безруких людей в военной форме, просящих подаяния на улице, и заканчивая кровавыми преступными группировками, составленными из людей, чей навык метко стрелять ближнему в голову не нашел своего применения в гражданской жизни. Вот этих людей, которые не просто вернулись из мясорубки, но вернулись из нее в страну, которая их не ждет и хочет их забыть, этих людей в Беларуси не будет. Ей не придется долгими годами изживать это жуткое наследство. Еще долго после конца режима Владимира Путина России придется выходить из роли всемирного злодея. Это можно считать справедливым или нет, но речь идет не о справедливости, а о правде жизни. Эта правда состоит в том, что со Второй мировой прошло почти 80 лет, а ассоциация «немцы были фашистами» никуда не делась и активно эксплуатируется массовой культурой. Только-только на постсоветском пространстве умерло последнее поколение, которое не могло слушать речь на немецком языке без содрогания. Если вам кажется, что Вторая мировая была каким-то экстраординарным событием, а Россию и ее граждан не ждут такие последствия, что мы быстро станем людьми, с которыми можно разговаривать, то напомню, что в терактах 11 сентября погибло менее 3000 человек. Это событие даже рядом не стоит с нынешней войной, но ощущение, что Усама бен Ладен главный мировой злодей, никуда не делось даже спустя 20 лет. Беларуси не придется через это проходить. У Беларуси нет никаких причин для внутреннего напряжения и взлета насилия. Нет препятствий для возвращения в клуб цивилизованных стран. Отдельно очень важно, что 2020 год не растворился в воздухе.
Беларусь из него вынесла как минимум два крупных достижения. Первое. Очень понятный и консолидирующий все общество европейский выбор. Беларусь смогла избавиться от вот этого постыдного, отбирающего время жизни целых поколений интеллектуально ущербного шатания. А нужны ли нам свободные выборы и конкурентная политика? А нужен ли нам государь-император? А доросли ли мы до либеральной демократии? А не нужно ли нам повернуться на восток и ввести законы шариата? Это дискуссия, которая сводится к простому расизму, дескать, достойны ли мы жить как белые господа или менталитетом не вышли, не просто вызывает приступ рвоты у любого человека, оборудованного мозгом, но ворует невосполнимый ресурс – время, которое можно было бы потратить на реформы, на строительство богатого и благополучного общества. А тратится оно на то, чтобы объяснить самим себе, почему нам это не положено, почему мы люди второго сорта и нуждаемся в каком-то батьке, хотя давно уже все выросли. Беларусь от этого избавлена. Она пожила при сильной руке и может сравнить свой уровень жизни с западными соседями, которые без сильной руки жили. На протестах 2020 года выбор был сделан однозначный. Второе. У Беларуси есть легитимный лидер, победивший на выборах и признаваемый большинством западных стран. У Беларуси есть Светлана Тихановская. У Лукашенко хватило глупости и самонадеянности допустить до выборов кандидата, который смог объединить протестные голоса и выиграть выборы. Причем выиграть так, что результат пришлось не подгонять под нужные цифры, а просто с нуля и с листа эти цифры нарисовать. Ни того, ни другого, ни явного выбора пути, ни признаваемого всеми победившего на выборах лидера, который может по праву возглавить переходное правительство, у нас в России нет. В этом главная позитивная новость и главное отличие двух стран. Для Беларуси эта война станет просто скорбным эпизодом истории. Эпизодом, когда проигравший выборы диктатор пожертвовал государственным суверенитетом во имя сохранения своей власти. Когда по территории Беларуси шли войска в атаку на дружественную страну. Когда с ее территории взлетали чужие ракеты. Но это темная страница истории, которую легко перевернуть, и можно идти дальше. Использовать все свои преимущества для быстрого экономического роста, для интеграции в окружающий мир. Благо, мы много говорили о перспективах Белоруссии и перспективах ее экономики. Ей ничто не мешает пройти путь балтийских стран и достичь буквально за 1,5 десятка лет показателей страны высоких доходов. 20 тысяч долларов ВВП на душу населения. И пойти дальше. Из этого ужасного, но все-таки для Беларуси эпизода возможно будет сделать полезные выводы. Вот уж теперь белорусскому обществу точно и политической системе ее точно не нужно лишний раз объяснять, к чему приводит диктатура. Что речь не только о несменяемом человеке во главе государства, но и о перспективах огромной беды. Для России эта война не темная страница, а целая черная и позорная глава истории. Она не закончится для нас вместе с Путиным, как для Беларуси закончится вместе с Лукашенко. Слишком много крови, слишком много человеческих жизней и судеб на руках российского режима. Это будет дорого стоить, и это будет долго продолжаться. И за 2022 год расплачиваться будут и наши внуки. Последние 5 месяцев все изменили. Еще недавно казалось, что белорусский режим впал в крайнюю степень политической хтони, что Беларусь находится в низшей точке своей истории. Но теперь это единственная из 3 славянских постсоветских республик, которая выйдет из этой войны с наименьшим ущербом, которая не будет тяжело и долго восстанавливаться, как Украина, которая не будет за это платить, как Россия, которая сохранила за собой все то, что, можно сказать, было у нее год назад. Для Беларуси крах деструктивного режима сразу откроет путь быстрого роста и развития, без издержек. До завтра.